Всем привет! Сегодня хочу ответить на комментарий одной нашей подписчицы, либо гости, я уж не знаю там. Значит, вопрос я прикреплю, чтобы вы видели его полностью. И сегодня я хочу ответить на вопрос именно, что касается линии талии. Почему у меня выкройки не соответствуют линии талии. Если ваша выточка, ваш раствор выточки в боковом шве достаточно большой, что в принципе так и будет. Я сейчас покажу, что получится, если сделать иначе, если линию талии сохранить на месте. Я уже за кадром вырезала верх, то есть плечо, горловину. Я здесь уже не буду показывать, да, как я углубляла горловину, что я делала здесь. Вырезала, то есть разрезала выточку, разрезала вот так в пройму. И согласно видео я убирала сюда 2 сантиметра. То есть вот здесь раскрывала на 2 сантиметра. Сейчас мы здесь с вами раскроем на 2 сантиметра. Все сделаем точно так же. Так. Здесь раскрываю. Здесь я просто оставляю вот этот вот оставшийся раствор. Так. Дальше, смотрите, какая у меня разница. Если у нас сохраняется линия талии, смотрите, какая у меня разница в пройме. То есть мне нужно, сейчас я вот эту часть выточки закрою, то есть чтобы она у меня не болталась, да. Чтобы она мне не мешалась, вот так сделаем. Нам нужно, чтобы в любом случае у нас соединились, линия бока соединилась. Ну, давайте измерим от линии талии. В этом случае, то есть это еще у нас по базовой выкройке, да, пройма, то есть мы ее еще не углубляли. Значит, здесь у меня 19 сантиметров. Значит, сюда я должна отложить тоже 19 сантиметров. Вот оно у нас сойдется. Вот такая у нас будет пройма. Но нам же еще нужно обязательно углубиться для свободы. Вот эти 2 сантиметра, о которых вы говорили, я снимала по спинке, как раз о которых вы говорите, да, как раз для свободы. Ну, допустим, вот я сравняла боковую линию. Давайте мы ее проведем. У нас здесь нет выточек, нет приталивания. Значит, вот так у меня идет, вот она, полочка здесь начинается, так, и до линии бедер. И здесь тоже, от подмышки до линии бедер. Боковая линия у нас идет вот такая. То есть прямая, никаких приталиваний здесь нет. Тогда получается, здесь я выточку полностью размоделировала. Здесь нам не нужен никакой баланс. Но посмотрите, какая получилась пройма по переду. И это еще без свободы. Если мы минимально опустимся вниз на 2 сантиметра, как раз для свободы, вы представляете, какая получается пройма по полочке и какая получается пройма по спинке. Посмотрите, какая разница. Даже если мы с вами частично снимем, то есть, ну, вот эти 2 сантиметра мы можем снять с вами вот так от плеча. Можно вот так снять, именно вот так, уголочком. Вот эта часть остается на месте, вот здесь вот мы снимаем. Все равно получается пройма какая-то вот такая неказистая. Если ваша выточка нагрудная маленькая, 1, 2, 3, 4 сантиметра, то как бы и проблем нет, да, проблем не будет. Значит, вот при таком моделировании мы можем с вами не делать баланса по низу, но здесь, наверное, все-таки вот эту линию немножечко вот так вот хотя бы скруглить. Но получается достаточно большая пройма, ну очень большая пройма, большая и некрасивая. Поэтому я и говорю, что я предложила один из способов, как размоделировать выточку нагрудную и как сделать красивую линию проймы
Вот, к сожалению, у меня не осталось выкройки, не сравнить, да, вот эту вот линию. Все равно она какая-то нелогичная, ну, на мой взгляд, она просто нелогичная. Даже если мы вот эту выточку оставляем, я имею в виду, мы ее игнорируем, а плечевая линия у нас остается. Значит, мы вот сюда приклеиваем кусочек кальки. У нас плечо тоже должно сойтись, поэтому мы с вами приклеиваем кусочек кальки. И вот этот раствор выточки, у меня это 1 сантиметр, добавляю вот сюда к плечу. 1 сантиметр. То есть получаю вот такую линию. Здесь немножко неправильно приклеила. Ну, я думаю, понятно, да? Вот так я сейчас вырежу. Но все равно, ну вот, по крайней мере, да, так тоже можно. То есть имеет место быть такое моделирование, и это тоже правильно. Но, а если у вас выточка не 6 сантиметров, а, например, 8-10, вот вы представляете, какая у вас будет пройма? То есть, если у вас выточка 8-10 сантиметров, ну, например, 10 сантиметров, вам еще нужно сюда добавить 4 сантиметра. Ну, в общем, это будет просто кошмар. Поэтому я предложила такой крой, именно такое моделирование для больших выточек. Именно для выточки нагрудной, да, чтобы вот ее вот так размоделировать. Можно было бы, конечно, еще найти 1000 способов, да, ну, может быть, не 1000, но способа 3 точно я бы подсказала. Я, конечно, могла бы найти еще пару способов, как размоделировать нагрудную выточку, если она большая. Именно в боковом шве раствор выточки от 5 и выше сантиметров. Вот такой способ, как я показала в первой части, простой крой, ну, для меня самый приемлемый. Таким образом, у нас не очень приподнимается наша полочка, то есть как раз она выстраивается логично для такого кроя, для кроя без выточек. Если мы делаем выточку, то есть если мы шьем что-то с выточкой нагрудной, что-то с приталиванием, то, конечно, хочется, чтобы прям вот сидело все идеально ровненько. Но такое свободное изделие, я прошу прощения, у меня болит спина, поэтому я буду сидеть. Значит, вот смотрите, для такого кроя, свободного кроя, без выточек, то есть нам не нужно делать идеальную посадку, но нам нужно учесть нюансы, учесть баланс, чтобы у нас вошла наша грудь по переду, чтобы не задиралась назад плечевое изделие или полочка назад, чтобы не задиралась, чтобы у нас боковой шов сошелся, чтобы еще и если есть животик, животик вошел. То есть я предложила вот такой один из способов моделирования базовой выкройки для такого изделия. Можно, конечно, сделать и так, как я показала сейчас. Это, возможно, даже и проще, но этот способ подходит для того, у кого небольшой раствор выточки, если он, повторяюсь, от бокового шва. У меня же построение базовой выкройки как раз с такой выточкой. Даже если у вас выточка здесь, вы в любом случае, чтобы ее размоделировать, вы будете переносить ее сюда. Понимаете? Даже, смотрите, я еще покажу сейчас. Вот этот сантиметр, который я прибавила, да, который вот эта вот выточка, чтобы у нас плечевые линии были одинаковые, мы можем здесь не добавлять, а можем сделать так. Я разрезаю еще раз нагрудную выточку, разрезаю, неважно где, в плечевом шве, и этот сантиметр раздвигаю сюда. То есть у меня здесь выточка 1 сантиметр, и здесь будет, как бы расслабляю плечевую линию на 1 сантиметр. То есть я сейчас говорю о том, что способов несколько, и я дала в этом видео один из способов. Вот, пожалуйста, здесь я убрала 1 сантиметр, то есть я раздвинула, а здесь у меня буквально вот на этот 1 сантиметр появилась разница. Вот, видите? Так, ну здесь мы можем тоже вот так вот это все выровнять, конечно же, да? Вот так все это красивенько подрезаем, все срезаем.
И опять же, чем меньше выточка ваша нагрудная, тем красивее вот эта линия. А если вы захотите еще углубиться и захотите еще сделать больше свободу, допустим, не 2 сантиметра, а 3 сантиметра, и вот так вам придется еще больше углублять пройму по переду. По спинке она, в принципе, и так без того будет достаточно красивая. А вот по переду, например, мне это уже не нравится, вот эта вот линия. Та линия в первом видео была намного симпатичнее, ну, на мой взгляд. Хотя этот способ тоже имеет место быть. И первый, и второй, и третий. Я сейчас уже показала, то есть, ну, можно сказать, я показала еще 2 способа, да, сегодня. То есть мы можем срезать отсюда, мы можем срезать отсюда, мы можем раздвинуть здесь. Но и опять же, мы можем, если вы не хотите делать больше плечо, мы можем срезать этот 1 сантиметр и отсюда можем срезать, и отсюда теперь, потому что мы здесь раздвинули, и ничего с нами не случится. Но у нас вот здесь, посмотрите, получается практически прямая линия, вот здесь по переду. И, возможно, при таком моделировании вот в этом месте получится мешок. Если вот такое моделирование, если пройма у нас вот такая практически прямая. Если именно при такой выточке. Если выточка 1, 2, 3 сантиметра, в принципе, не страшно, даже если будет вот эта вот линия более-менее такая прямая. Очень важно, чтобы линия проймы была правильной и логичной, чтобы вот здесь не было никаких лишних ни мешков, ни защипов каких-то, ни сборок. Обратите внимание, то есть у меня здесь как бы все красиво и аккуратно. Я не буду сейчас на себя надевать это изделие. Этот костюм на мне был в прошлом видео, вот как раз под которым вы написали этот вопрос. В принципе, еще раз говорю, моделирование можно сделать по-разному. Есть несколько способов, и в первой части я показала один из способов. Я могу показать в полном, как говорится, полнометражный фильм, в полном объеме показать от первой точки и до последней линии, могу показать моделирование именно вот этим способом. Но здесь я, обратите внимание, показала 2 способа. То есть можно раскрывать в плечевом шве, да, в плечевой линии эту выточку, а можно не раскрывать. Но тогда мы делаем моделирование только по верху. Только по верху. То есть низ мы не трогаем. Но для меня, вот мне, например, кажется, что при большом растворе выточки нагрудной логичнее сделать часть здесь поменять и часть убрать снизу. Ну, то есть не убрать, а сделать баланс по низу. Тогда, мне кажется, будет и пройма логичнее, будет более красивее. Но тогда у нас не совместится наша линия талии. Мы просто игнорируем линию талии и все. Почему? Потому что мы делаем прямую линию бока. Если бы мы сохраняли приталивание, то тогда, конечно, мы на это обращали бы внимание. Но если у нас есть приталивание, если сохранены выточки, тогда здесь эту выточку мы не можем размоделировать, мы ее в любом случае оставляем. Поэтому еще раз говорю, еще раз делаю акцент на том, что моделирование может быть совершенно разным. Я показала один из способов. Сегодня вы увидели еще пару вариантов, как убрать, то есть как размоделировать выточку. Ваше дело воспользоваться одним, вторым или третьим, или еще каким-то 5-м, 10-м. Я надеюсь, я вам помогла, я надеюсь, ответила на ваш вопрос в полном объеме. В следующий раз очень большая просьба, пишите вопрос более детально, что ли, потому что, мне понадобилось время, чтобы распознать, расшифровать ваше сообщение. То есть, очень сложно. Видимо, возможно, еще из-за того, что у меня проблемы со здоровьем, в общем, голова не очень работает. Поэтому я очень прошу вас пишите более подробно, а еще лучше подписывайтесь в мой бесплатный телеграм-канал «Шитие мое». Пишите туда, пишите, отправляйте фотографии, отправляйте видео, задавайте вопросы, любые. В телеграм-канале, поверьте, это гораздо удобнее. Поэтому
На сегодня я заканчиваю. Надеюсь, что я вам помогла, в очередной раз говорю. Надеюсь, что было понятно все. И жду ваши комментарии, отзывы, отклики. Ну, то есть пишите, не стесняйтесь. Всем пока.